Доброго времени суток, уважаемые сталкеры! Вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Сахалин, Само, Я Мамкин Дурачок, Silent Hill и Резонатор. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, в этот раз не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на ящики со шлемами Каша и Забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Желаю удачи! Добро пожаловать в проект Катаклизм, онлайн-проект по вселенной культовой игры Сталкер на платформе Java, предоставляющий вам возможность окунуться с головой в опасную и мистическую зону отчуждения, в которой за каждым углом вас будут подстерегать смертельные аномалии и мутанты, а неразгаданные тайны только и ждут своего часа. Соберите друзей и отправляйтесь в приключения вместе с ними. На данный момент проект находится в статусе открытого бета-тестирования и активно развивается. Существующие недоработки будут исправлены, а нововведения, улучшающие как визуальную, так и геймплейную составляющую, не заставит себя долго ждать. А при регистрации по ссылке из описания вас ждет внутриигровой бонус, доступный после прохождения обучения. В мире Stay Out каждый куст может скрывать пулю, а каждая дыра в стене чей-то последний секрет. Тайники и схроны — это не просто бонусы, это спасение, добыча и иногда единственный шанс выжить. Где их искать? Как отличить пустышку от настоящего клада? И кто на самом деле оставляет эти следы в забытых уголках зоны? Сегодня мы разберем все, от самых банальных укрытий до легендарных схронов, о которых шепчутся у костра. Добро пожаловать в зону, здесь спрятано больше, чем ты думаешь. Схроны — это специальные места на локациях, где игрок может найти ценные предметы, боеприпасы, еду, медикаменты, снаряжение и ресурсы для торговли или крафта, а также в схронах иногда появляются записки, связанные с квестами или фоновым лором. Генерируются они случайным образом в заскриптованных местах на локациях окрестности Любича, Везувий, Караване и Черном лесу. Станцию лесную я в счет не беру, так как это проходная локация. Внешний вид схрона напоминает кучку листьев, но подойдя поближе, можно разглядеть некоторые предметы, такие как боеприпасы, ящики или хлам, обложенные деревянными палками и сверху присыпанные листьями. Лесные схроны ты не пропустишь, хоть они и хорошо замаскированы. Проблема вся в том, что они сильно контрастируют на фоне местной флоры и фауны, и не заметить схрон, пробегая мимо, будет очень сложно. В игре всего 3 вида схронов: схрон с боеприпасами, с инструментами и с хламом. Лут в них сильно похож друг на друга, но все же есть между ними небольшие отличия. Схроны с хламом и инструментами дают нам возможность найти в них уникальные вещи. Это настоящие текстовые артефакты, такие как календари, сборники стихов, желтые страницы и другие. Заметки не используются напрямую в квестах, но обогащают сюжетную и ролевую составляющую игры. Некоторые из них — это отсылки к другим персонажам, событиям в зоне, заброшенным экспериментам, аномалиям и так далее. Одним словом, это уникальнейшие артефакты зоны. В первую очередь хочу отметить то, что на каждой локации слегка разное наполнение схрона. Например, набор старых инструментов падает во всех видах схрона, но исключительно на локации окрестности Любича. На своей памяти мне везло так всего пару раз. Один набор старых я достал из ящика с хламом, пока получал ачивку «Что в ваших карманах» в обновленном санатории. А второй, просто пробегая мимо схрона, присел его залутать. Также из ценных предметов я находил нестабильный раствор. Это бутылка раствора, которую нужно доготовить на костре. По мере приготовления получается стабилизированный раствор. Такую бутылку я также находил в окрестности Любича, но это было очень давно, еще до глобального обновления всех карт. После этого обновления ни одной бутылки в схронах мною найдено не было. Возможно, удача, а возможно и убрали их спаун в схронах на этой локации. Также из ценного в схронах может попасться осколочный снаряд ОГ-7 для РПГ, жгут резиновый служит для устранения ран, фляга солдатская, фляга ВДВ, котелок ВДВ, туристический котелок и даже высокоточный инструмент. Но ценный лут попадается далеко не всегда, и чаще всего в схронах ты будешь находить мой любимый вазелинчик, аптечку фельдшера или же автомобильную аптечку, различные патроны, гильзы, порох, крема, спички, бинты, свинец и другой хламец. А действительно ценные предметы будут попадаться очень и очень редко. По крайней мере, так работает с моей удачей. Надеюсь, тебе, мой любимый зритель, повезет куда больше, чем мне. К сожалению, время респавна и процент выпадения ценных вещей мне неизвестен, так как я всегда попадал на эти схроны совершенно случайно. На мой взгляд, самая благоприятная локация для копа схронов — это окрестности Любича. На этой локации попадается, пожалуй, самая ценная вещь — набор старых инструментов. Да и мест появления схронов на окрестностях пруд-пруди, а передвигаться по этой локации может даже новичок, не говоря уж о опытных сталкерах, которым, я думаю, не совсем-то уж это и нужно. Кстати, если ты новичок, как раз для тебя у меня есть бесплатный подарок. В меню игры вводи промокод Nixon и получай премиум статус, бронежилет и другие расходники, которые упростят тебе игру на старте абсолютно бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или лаунчер, промокод работает везде. Только вот время ввода его ограничено.
критично, так что советую поторопиться. Также где-то в видео я спрятал уникальный промокод, который может ввести абсолютно любой пользователь на абсолютно любом сервере. Промокод одноразовый, и тот, кто первым найдет и введет его, получит бесплатный премиум статус на целых 30 дней. Но вот будешь ли ты первым и единственным, зависит только от тебя. Что касается мест спавна схронов, их действительно очень много, особенно в окрестностях Любича. Вот чисто в теории, если я начну перечислять каждый квадрат, где находится или может находиться схрон, то тут не то что ты, да я и сам запутаюсь. В итоге будет потрачено твое и мое время впустую. Поэтому для оптимизации я предлагаю перейти на сайт SoyWiki и посмотреть все возможные места там. Просто вводи в поиске слово схрон, выбирай нужную тебе локацию и в путь навстречу богатому будущему. Советую запоминать места, если ты нашел схрон. Обязательно поставь метку себе на карту, ведь знание — это сила. Игрок, знающий, где искать, когда возвращаться, всегда будет на шаг впереди, даже если у него дешевый дробовик и потрепанный рюкзак. Также собирай заметки. Возможно, сейчас они кажутся бесполезными, но именно они придают миру Stay глубину. Кто знает, может быть, в далеком будущем они станут частью нового квеста или откроют тебе путь в еще более закрытые уголки зоны. Stay — это игра про исследование, про выживание и про маленькие победы. Каждый найденный патрон в схроне, каждая банка тушенки, каждый старый документ — это часть большой живой экосистемы. И схроны — одна из самых честных наград в этой игре. Ты не покупаешь их, ты находишь их сам. И в этом особая прелесть. Если ты досмотрел видео до этого момента, теперь ты знаешь гораздо больше, чем 80% сталкеров, что бегают на бум и надеются на удачу. Так что не ленись заглядывать под лестницы, в старые дома и оглядываться по сторонам, потому что в Stay Out за каждым углом может быть не смерть, а находка, которая изменит твою судьбу. Эх, зона. Место, где каждый шаг может стать последним, где схрон вдруг оказывается набит редкостным добром, а в какой-то записке может скрываться целая история, написанная чьей-то кровью. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий, сколько схронов ты уже успел найти и что в них лежало. На этой прекрасной ноте я завершаю свое видео, а тебе желаю удачи в поисках и увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.